Всем привет, дорогие друзья! И рад вас приветствовать на нашем с вами канале. И сегодня самая важная тема в нашей жизни. Как стать счастливым в душе, в своей индивидуально. Если вы будете счастливы, вы сможете это счастье дарить людям. Искренне. Искренно. Не фейковое, а искренне. Но точно уж не причинять зла другим. И это осуждение. Осуждение того или иного человека очень пагубно влияет на ваше здоровье, на ваше состояние физического здоровья, понимаете? Осуждение – это низкочастотная энергия. Если вы не знаете, что такое низкочастотная, существует высокочастотная энергия и низкочастотная. Низкочастотная – это осуждение, вред, зависть. Ну, все понимаете, вот все вот это вот капризы, нежелание трудиться, жить, помогать. Высокочастотное – все opposite, все противоположное. Соответственно, осуждение – это низкочастотная вибрация. Мы живем в физическом мире. Здесь, очень тяжело не осуждать. Это не осуждение, это не принятие другого человека, что он сделал, что он поступил. Ах, началась война, то-то, то-то, тот виноват, тот виноват, тот виноват. Кто-то из вас на 1000% уверен и знает, кто в этом виноват. На 1000. Смог бы каждый из вас положить голову в эту минуту, как я серьезно начал говорить, на алтарь? Ему сказали: если ты уверенно знаешь, что это так, твоя голова сохранится. Если ты не уверен, не осуждай. Если ты не знаешь истины, как глубоко и кто руководит всеми процессами. Вот в чем смысл. Мы, обычные люди, этого не знаем. Никто, я подчеркиваю, даже тот, кто совершает убийство, не знает, почему он совершает это действие. В большинстве случаев. Некоторые говорят там приказы или бытовые. Вот, что касается войны, это сейчас очень тяжелая для всех людей тема. Очень тяжелая. Я понимаю, это тяжелый урок, это тяжелый экзамен. Для ваших и для всех душ, и для моей. Осуждение. Кто-то виноват. Кто-то виноват. Я не знаю. Я говорю это искренне и честно. Вот, например, в данный период войны, которая разгорается уже 8 лет. Я не знаю искренне, кто в чем виноват. Я обычный человек, который в этом не участвую. Я никого не осуждаю, ни одну сторону. Ни одну. Вообще никого не осуждаю. Я не знаю. И я это искренне знаю. Нахожусь ли я в этой ситуации? Да, нахожусь. Был дома, но в данный момент я не нахожусь там. Но когда я был там, я не осуждал. То есть мое мышление не меняется. Оно какое было, такое и осталось. В ситуации я или за ситуацией. Почему я этого не делаю? Потому что я знаю, что это энергия. А где истина, я точно не знаю. Потому я не делаю выставки. У меня нет подгонов. Я не могу видеть прошлое, будущее. И, честно говоря, настоящее я могу видеть только свое индивидуально. Но других я не знаю. Почему люди поступают так или иначе? Почему люди убивают? Я не знаю. Я не могу заглянуть в хронику Акаши и сказать вам, потому что это то-то, то-то, должно случиться то-то, то-то, а это было тогда-то, тогда-то, а это будет во благо, потому что будет то-то, то-то, тогда-то, в будущем. Я не могу туда заглянуть для всех и сказать это. Потому
я и не осуждаю те процессы, которые я не понимаю, которых у меня нет достоверной на 1000% информации, что это истина. Если у вас будет на 1 000 000 % истина, вы можете говорить. Тогда эта энергия на вас не будет влиять. Но если у вас нету такой полной уверенности и знания, подчеркиваю, это не то, что догадки, я так думаю, нет. В энергетическом мире нету догадок. Есть или дал, или взял. Вот что ты даешь, что ты и получаешь. Соответственно, люди, которые осуждают, они могут получать очень большие проблемы для своего здоровья. Почему? Потому что они посылают энергию негативную, а эта энергия негативная, они же не знают прошлого и будущего, возвращается к ним. И люди получают раковые болезни. Потому что они осуждают саму жизнь, понимаете? Все вокруг нас это жизнь. Осуждение жизни приводит к непринятию жизни. Осуждение того человека приводит к вас, к расстройству. Вы осуждаете. Это, знаешь, осуждать. Это как осуждать. Знаете, оса летает. Вы осудили. И оса прилетела к вам и ужалила вас обратно. Не надо раскидывать своих ос. Осуждать. Кто услышал это слово? Осуждать. Не надо этого делать. Это для вас, для вашего разума, для вашей сохранности вашего здоровья и для вашего счастья. Это закон. Вот понимаете? Планеты не вылетают туда-сюда. Они находятся в одном месте. Каждая выполняет свою задачу. И вы выполняете разумно свою задачу, чтобы вы скажете, а как я могу ничего не сказать? Вы можете сказать, но при этом не осуждая и понимая, прежде всего в своей душе, что я не знаю полноценной информации. Искренне не знаю. Не потому, что по телевизору сказал там или кто-то на улице. Но вы понимаете, что на войне нету и вообще в жизни нету правды. Правду вы можете сами только узнать сами в себе. Если вы будете жить по законам, не нарушать законы жизни для всех одинаковые, вы станете тогда счастливыми. И осуждение, оставьте это душам. Вот я лично человек верующий. Я понимаю, что душа не вечная. Я понимаю, что душа вечная. И что когда закончится жизнь, если вы верующий человек, мы тогда осознаем всю полноту наших знаний, когда мы выходим из этого тела. И как, знаете, если как я верующий человек, я знаю, что, скажем так, на небесах, в других состояниях, в других измерениях, там знают лучше, кто где и как поступает по отношению к другим людям. Как знаете, в древности говорили, ваши грехи каждого записываются, так что не переживайте. Но вы будете отвечать за свои грехи, а не за чужие. Кто другой поступает с тем, вас не будет касаться. Будет касаться то, что вы думали, то, что вы совершали и то, что вы желали. Каждый будет отвечать за свои поступки. Оставьте более высшим силам судить тех, кто поступает неразумно. Они знают лучше, как поступить с той или иной душой и что для этого необходимо. У них есть все для этого приспособления, щипцы. Все там есть. Ну все есть, поверьте. И оставьте это им. Не берите этот грязный тягар на свою душу, на свою жизнь. И вам будет легче жить. Вы увидите, если вы научитесь этому, вы поймете, почему я это вам говорю и искренне желаю. Я об этом говорю постоянно, потому что я вижу слабости окружающих людей. А также я эти слабости увидел когда-то в себе. Научился, понял, и всегда жизнь дает вам потом приз. Это счастье в душе и любовь. Всем прекрасного настроения. Не осуждайте, любите, уважайте. И доставьте прекрасные поступки, когда вы будете уходить с этого прекрасного мира. В высшие измерения. В рай. Надеюсь, все хотят в рай попасть. В ад никто не хочет. Значит, не делайте плохие поступки и не думайте плохо, и не осуждайте. И вы будете обязательно в раю. Всем хорошего настроения, удачи. Па-па.